Питер, Мексика и Колумбия. И сейчас вот Франция. Все началось с Англии в 17. Вы, в принципе, всю жизнь в эмиграции, в переездах. Если ты айтишник, если ты работаешь удаленно, то как раз-таки в этом городе есть гораздо больше возможностей для роста и для развития. Такая же француженка, только говорю хуже. Смотрите на мне, больше беретов, чем у вас. Да. И, Ну, честно, меня заебало учить французский, господи. И это изучение языка, это все-таки большая работа. И, боже, если у тебя есть настоящая работа, Да, 8 я понимаю, часов, конечно. 9 часов, иногда я работаю в сезон. Хорошо. Как интегрировать ребенка? Бросьте его. Бросьте его просто completely blank, because I don't understand anything. Я была вице-президентом фотосообщества. Найдите хобби и возглавьте его. Дорогая, не расстраивайся, это профилактика Альцгеймера. Я вернулась в Беларусь из Польши. Просто отмечу, что все с документами складывается во Франции. Я в шоке. Моя жизнь красивая, но иногда очень сложная. Возможно, у нас не будет Альцгеймера. Возможно. Почему я должна все это учить, когда французы не должны ничего не учить? Они вот после рабочего дня выходят и пьют пиво. Я переехала во Францию жить к мужчине, с которым я познакомилась по интернету. Мне надо уже выбрать страну просто и остановиться уже в ней, не выезжать никогда уже не надо, уже не выезжать из этой страны. Ну что, дорогая, наконец-то мы с тобой встретились. Наконец-то. Наконец-то В этот раз во Франции. В этот раз во Франции. И это прекрасно. В городе Монпелье. И да, Это наш не первый переезд. Не первый переезд, не первое Не первый раз путешествие, замужем. не первый раз замужем. Не первый раз эмиграция. Мы с Лейлой, в принципе, девчонки, которые много где ездили, переезжали. И это видео мы, в принципе, будем рассказывать про наш опыт переездов, жизни в другой стране, опыт адаптации, потому что у меня это уже год во Франции, до этого 3 года в Мексике, до этого полгода в Колумбии, до этого год в Питере. Те страны, где я проводила по несколько месяцев-полгода, я даже не считаю. Грузия, Армения, Бельгия, Германия, Аргентины. То есть из таких глобальных, скорее всего, в моей жизни это был Питер, Мексика и Колумбия. И сейчас вот Франция. У тебя. То есть 5-й почти переезд такой долгосрочный. У меня из глобального все началось с Англии в 17. 4 года. Университет. Да, университет. 4 года. 4 года в университете. Потом это была Бельгия. Это было 3 года в Бельгии. Потом в Беларусь и возвращение в Беларусь. Мы все возвращаемся иногда в Возвращение Беларусь. в Беларусь тоже было как новый переезд. И новая волна адаптации даже к родному месту, к месту, в котором я родилась. Это был другой, новый, такой переосмысленный опыт, я бы так сказала, Да, возвращение домой. И что? Потом было много путешествий в разные страны, много командировок по работе во время работы в ООН и в Красном Кресте. Но после 2020 года все-таки я решила, что можно попробовать, как и все, как и многие белорусы, которые уехали в Грузию и в Польшу, попробовать тоже, может быть, Европу. Вот. И мне хотелось попробовать Польшу, потому что в Польшу переехало очень много общих друзей, знакомых. Да? Выбрала я прекрасный Вроцлав для этого. Вроцлав был прекрасен, но как-то вот пожила я 9 месяцев в Польше и поняла, что мне не очень заходит. И решила вернуться домой. Мы думали наше видео скорее сакцентировать на наших последних местах переезда, потому что мы, в принципе, всю жизнь в эмиграции, в переездах, и поэтому, знаете, есть уже что рассказать, какими советами поделиться, но, может, как базу для разговора сделаем твой последний переезд в Польшу, да. из которой ты вернулась. Ну вот, а для меня последний переезд во Францию, в которой я прожила год, и тоже сейчас собираюсь уезжать. Но уезжать, чтобы сделать перерыв, чтобы вернуться. И я расскажу, зачем я так делаю, если вкратце, чтобы психика получала расслабление. Потому что концентрированный переезд для меня такой, какой он есть, без возможности уехать в другом месте, переждать, освободиться, отдышаться, он для меня травмирующий. Я лично знаю, что мне нужна возможность отъехать, чтобы расслабиться. Вот, ну что? Отъехать, чтобы расслабиться, а планируешь ли ты вернуться? Да.
На самом деле, вот мы сейчас находимся в прекрасном городе Монпелье, мы на юге Франции. Я про город Монпелье уже записала несколько видео. В Тут очень принципе, чудесно. тут прекрасно. Вот ребята сидят, сейчас обеденное время, сейчас ланчи, приятные площади, вот Узкие улочки. узкие улочки, брусчатка, 18 век. И, в принципе, я вот уже и раньше рассказывала, что для первого года мне это было подходящей опцией, потому что здесь мне было легко снять квартиру, здесь было несложно найти друзей. И, в принципе, для начала хороший выбор. Но и найти тусовку местную в небольшом французском городе оказалось сложнее. И если в Париж я ездила стабильно раз в месяц, и мне было сразу же комфортно, легко найти друзей, потому что там и литературные вечера, и салоны, и танцы, на которые я хожу, там вок-танцы. Всех этих вещей в Монпелье нет. Здесь, естественно, более традиционная классическая французская жизнь. Ну и мне, человеку опытному в переездах, мне просто было в не очень большом городе. Тебе не хватает активностей? Тебе не хватает людей? Мне не хватает по темпераменту более активных, пробивных, инициативных людей, потому что юг страны это все равно больше про отдых, про некую расслабленность. В небольшие города, что за люди французы, которые переезжают жить в свои небольшие областные центры? Ну, в любом случае это люди, которые больше рассчитывают на релаксный образ жизни, на расслабленный, где-то посидеть на пособие, где-то покурить сигаретку. И, в принципе, я не то чтобы самый трудоголик в этом мире, но у меня есть амбиции, у меня есть желание развиваться, а на юге для меня все слишком замедленно. И мне все равно все еще хочется амбиций, простора, завоевывать пространство. И именно это дело даже не во Франции, дело в том, что немного не подошел город. Я изначально знала, что он мне не сильно подходит, но можно начать с этого совета по эмиграции. Делайте для начала то, что можете. И делайте то, что проще, может быть, даже для документов. Потому что с точки зрения документов, я тоже об этом и рассказывала, в небольшом городе их проще получить, проще от открытия счета, съема квартиры до всего остального. Расскажу как раз-таки абсолютно Противоположную историю, потому что когда я приехала в Польшу, я оказалась во Вроцлаве, я выбрала Вроцлав. Почему ты выбрала небольшой город? Почему не Варшава? Варшава. Ну, во-первых, Варшава мне, в принципе, никогда особо не вызывала таких уж чувств восторга. Я не была влюблена никогда в этот город. Он мне очень напоминал Минск на максималках. Но если Минск я люблю, потому что Минск — это мой родной город, и он мне близок, понятен, известен, он для меня прекрасен, потому что там все эти прекрасные воспоминания из детства, то Варшава, она была похожа на Минск, но она была без вот этих всех классных воспоминаний, без людей. Плюс она мне всегда казалась немного враждебной из-за того, что слышала все эти истории про то, как ты приезжаешь на вокзал, наверное, так же, как и про Барселону, говорят, что там типа берегите свои кошелечки. В Барселоне вот так тебя за секунду просто Ну так это Барселона, Варшава, ты чего? Варшава точно такая же. Я выбираю Вроцлав, потому что Вроцлав айтишный город, потому что Вроцлав имеет обалденную инфраструктуру для велосипедистов. А я планировала кататься на велике там, не использовать общественный транспорт и не покупать машину, а именно на веле ездить. Вот. Чем еще прекрасен Вроцлав? Тем, что это старый немецкий город, который после войны стал польским. Соответственно, он очень красивый, он очень пряничный, он очень ароматный, он очень разноцветный, он красочный, в нем очень много зелени. И в нем огромная река, в нем много мостиков, островов. Он просто чудесный по своей логистике, по инфраструктуре город. Ну да, такой уютный, комфортный город для проживания, ну, в принципе, как Монпелье. Да, это город, в котором жить уютно, удобно. Да. Если ты, типа, не сильно амбициозный. Но ты знаешь, это опять же спорно, потому что Вроцлав очень айтишный город. Как и Монпелье, это айтишный город. В Вроцлаве есть Google Office. Во всей Польше
Google офис есть в Варшаве и во Вроцлаве. Мгм. Да, это большой город, окей. Что говорит о том, что все-таки действительно город на передовой технологии. Поэтому, если ты айтишник, если ты работаешь удаленно, то как раз-таки в этом городе есть гораздо больше возможностей для роста и для развития. Вот. Плюс стратегически для меня важно было иметь возможность путешествовать в горы, иметь возможность навещать своих друзей в Праге или же в Берлине, а Вроцлав это 3 часа до Праги, 3 часа до Берлина. С Монпелье 3 часа до Барселоны, 3 часа до Парижа. Вот, В принципе, очень удобное расположение. Если так думать, то база идеальная, потому что удобно всюду, до всех Именно больших поэтому хабов. я тебе и сказала, что они чем-то похожи. Да, Вроцлав чем-то похож на Монпелье. Да. По вайбу, по размеру города, по возможностям, которые есть в городе. Но почему я вернулась в Беларусь, тем не менее? Да, почему ты я вернулась в Беларусь? В первую очередь, наверное, я поняла, что как бы я ни старалась стать местной, я все равно не смогла стать там. И там было очень много наших ребят из Беларуси, но... А вот нужно ли становиться своей? Потому что я, если честно, вот у меня такой особенный взгляд на эти вещи. Вот нужно ли обязательно становиться своей и сделать вид, например, я переехала во Францию, что вот я француженка, ебать, когда все знают, что я не француженка. Либо лучше оставаться собой, при этом сохранять свою идентичность культурную, особенно если она не грозит идентичности другой страны. То есть, естественно, это выучить язык, уважать местные правила, да, но делать вид, что я переняла все ваши привычки, я такая же, как вы, смотрите, я такая же француженка, только говорю хуже. Нет, это скорее уже становится культурной апроприацией даже в какой-то степени. Возможно. Я такая круассан в одну руку. Да, там, смотрите на мне, больше беретов, чем у вас. Да, и все такие, зачем это? В твоей стране вы вообще не едите круассаны. Так вот, что для тебя, когда ты говоришь, так и не стала своей, что для тебя это значит? Нужно ли становиться, либо можно организовать свое милое, уютное комьюнити и просто жить в стране, не нарушая темпы ее, но жить в своем уютном таком бабле, делая свои дела, делая какие-то бизнесы в стране, платя налоги, но в своей милой, уютной, может быть, даже экспатской тусовке? Слушай, мне кажется, что должен быть баланс. Очень важно иметь свою уютную экспатскую тусовку, но при этом быть активной частью общества, в котором ты живешь. И именно благодаря изучению языка это и происходит. Вот, то есть изучая язык страны, в которую ты приезжаешь, очень многие ребята приезжают, и они не начинают, особенно если они удаленно работают, они не начинают учить язык, они тусуются с англоязычными. И, соответственно... Это я, окей, это я. Ну, честно, меня заебало учить французский, господи. Я, конечно, его выучу, но... Я понимаю тебя. Французский язык, естественно. Я приехала, как любой порядочный человек, естественно, сразу записалась на курсы. Тем более я уже говорю по-немецки, по-польски, по-английски, ну, естественно. Я жила в Мексике, в Колумбии, много где в Латинской Америке, поэтому испанский тоже. То есть французский — это 5-й язык, окей, у меня нет сложностей с изучениями языка. Но врываться в тусовки на французском — это даже не полгода обучения, и это изучение языка, это все-таки большая работа. И, боже, если у тебя есть настоящая работа, 8 часов, 9 часов, иногда я работаю в сезон, еще учить французский, ну, типа, пипец, это очень сложно. Короче, мы не просто так шли, я хотела Лейли показать. Ты говорила мне про этот магазинчик. Да, это магазин... англоязычное кафе. Тут проходят воркшопы на английском по литературе. Тут есть литературный клуб, тут много феминистской литературы. Класс. Поэтому вот на этих столиках с кофе я провела много времени, читая книжки. Мы внутрь, наверное, уже не будем заходить, но тут реально очень много книг и про женские права, и про путешествия по Франции. И комиксов столько. Боже, все, что я люблю. Именно в Ливерпуле, когда я жила, я провела очень много времени в Индии книжных. И там я... В Индии книжных? Индии. В Индии книжных, да, окей. Independent. Книжных, вот похожих на этот. И там, конечно, очень много было литературы, которая меня просветила по всем вопросам феминизма.
женской солидарности, женской поэзии, Женской феминистской поэзии. женской поэзии, да. Так вот, Это был очень если вдохновляющий опыт. говорить про второй такой совет, найдите место в городе, куда вы переехали, которое коррелирует с вашими ценностями. Да. Например, я большой фанат литературы, я говорю по-английски, и я обожаю литературные вечера и все движения, связанные с организацией литературных всех ивентов. Поэтому найти во франкоязычной стране англоязычное кафе, где я могу с первых же моментов свободно изъясняться и заниматься своим хобби, это очень расслабляет. Поэтому совет: постарайтесь в вашем городе найти такое же место на языке, на котором вы говорите, чтобы заниматься своим хобби. Я Вот. поддерживаю, и я считаю, что это действительно работает, потому что когда я приехала в Англию, у меня тоже был культурный шок. Я вроде бы приехала в Англию, изучаю английский с буквально 5 лет, но я приезжаю в Ливерпуль в 17 лет, меня просто привозят и оставляют там. И я такая: окей, хорошо. Как интегрировать ребенка? Бросьте его. Бросьте его просто В пучину. в пучину страстей и все. Вот. И получается, что получилось так, что мне 17, меня привезли в пятницу, в понедельник у меня уже начинаются пары, и я в понедельник утром выхожу для того, чтобы найти свое здание. И что происходит? Происходит то, что я начинаю разговаривать с местной дамой на английском, и я не понимаю ни слова. У меня был культурный шок из-за того, что я, во-первых, не понимала ни слова, что говорят англичане на английском. Хотя, казалось бы, ты с детства учила язык. Я учила язык. Да, Я все мы с детства учили Я язык. сдала TOEFL, я сдала IELTS, но я приехала в Ливерпуль, и я понимаю, что I'm completely blank, because I don't understand anything. Короче, чтобы так просто не стоять, то неизвестно, сколько буду стоять с этими книгами, расскажу, чем мне просто нравятся магазины. Вот про хобби. Смотрите, какая классная идея. Вот, например, вы покупаете книгу «Сюрприз», на которой нет названия и нету автора, и только, например, описание. Young adult, dystopia, parallel world, friendship, romance, becoming the main character. Ну, офигенно же, да? Я не знаю, зачем я вам рассказываю видео про иммиграцию. Возможно, вам захочется сделать такое же в своем городе, и вдруг это тоже будет полезно. Вот теперь и вы знаете, что это очень классная идея. Это очень классная идея для подарка. Coming in age, forbidden romance, sickness, captivation, runaway. В общем, когда я оказалась на Foundation Да. в ливерпульском, это был Foundation in Business Law and Social Sciences. Окей. Это подготовительный год перед тем, как поступить в университет. Соответственно, я попадаю в компанию международных студентов. Мне 17, я приехала из супербелой Беларуси, в которой вообще нет мигрантов, а если они есть, то это студенты из стран Медицинских, да, да. Ближнего Востока в основном, там парочку африканцев, мы их и в редко целом мы видим, их да. редко видим. Вот, поэтому я Ты приезжаю. врываешься в мультикультурную Да, тусовку и сразу же. и мне сложно, 17 лет. потому что если я в Ливерпуле не понимаю акценты местных ливерпульцев, то тут я не понимаю акценты ребят из Африки, ребят из Индии, из Пакистана. Мне было очень сложно. И я подумала: так, что же мне делать, как бы мне поскорее себя освоить вообще вот везде. И, честно говоря, никто из колледжа, на тот момент вот из колледжа, в котором я училась, не интересовался тем, что происходит в гильдии студентов университета, потому что как-то, наверное, они думали, что вот они в университет поступят, и потом они пойдут в гильдию и будут смотреть, что там вообще, какие активности, потому что в гильдии студентов очень много разных сообществ по интересам, и, соответственно, люди таким образом собираются по интересам и что-то вместе делают. Вот. Я была вот одной из первых ребят, которые пришли из колледжа в гильдию студентов университета. И что я сделала? Это к слову Про о хобби. хобби. Да. Я сказала, что попробую-ка я узнать, есть ли в Ливерпульской гильдии студентов сообщество по фотографии. Окей. Вот. Сообщество по фотографии было, но оно было совсем малюсенькое. Там было, может быть, 2-3 человека. Это были англичане. Англичане не из Ливерпуля. Это были тоже ребята, студенты, которые приехали учиться в Ливерпуль, но они были из других частей Англии. То есть тоже, в принципе, люди, которые немножко искали больше общения, чем те люди, которые живут в городе, и больше были настроены на то, чтобы общаться. Да, и в том числе... Это четвертый секрет. и в Ищите том числе- не местных, не совсем И местных. в том числе это были ребята, которые говорили на понятном английском. И которые хотели учиться, хотели общаться, хотели вместе делать какие-то прикольные штуки. И смысл в том, что когда я только пришла к ним, у нас было 3 человека, к концу года
концу первого года мы стали вторым самым популярным сообществом в гильдии студентов. Офигенно. И сколько у вас стало? Нас стало почти 40 человек. Из трех. Из трех, да. И я была вице-президентом фотосообщества. Найдите хобби и возглавьте его. Да, так и есть. Это секрет. Ну да. И в целом было очень здорово, потому что мы организовывали мероприятия, мы организовывали поездки в Уэльс, куда-то в Англии, в какие-то милые местечки для того, чтобы фотографироваться вместе. И мы организовывали выставки, благотворительные выставки. Мы собирали деньги для того, чтобы потом ребята могли оплатить курсы для излечивающихся людей с зависимостями. Okay. Вот. И да, вот такой секрет. То есть я считаю, что просто нужно всегда пытаться... Всегда пытаться нужно найти курс и дело по душе, чтобы чувствовать, что... И найти людей, которые разделяют твои интересы. Да, потому что как минимум люди, которые приходят в такие места, они всегда больше нацелены на общение. Ну, это логично. Они уже пришли в место, которое требует какой-то социализации. Так что, да, вопрос языка, он всегда остается. Я вот уже начала рассказывать, что, в принципе, французский – это мой 5-й язык. И, честно, ребята, если у вас есть возможность, скажем, видео по иммиграции, никуда не переезжать, не переезжайте. Это очень эмоционально, затратно и тяжело учить языки. И да, окей, я уже учу их легко. После испанского французский легко ложится, но, честно, также четко, приятно, интересно, легко формулировать фразы, как на русском, чтобы это делать на иностранном языке, ну, это годы. И настолько меня расстраивает тема, что мы в переезде теряем свою идентичность, в том числе связанную с языком, что несмотря на то, что, в принципе, мой весь стиль жизни, он связан так или иначе с путешествиями, я все больше и больше думаю о том, как же мне жаль того, что я не могу в ежедневной речи говорить на языке, которым я владею хорошо, красиво и грамотно, постоянно. Меня, знаете, стало расстраивать, что за последние 10 лет я вынуждена общаться на разных языках и строить беседы с упрощенными конструкциями, с упрощенными выражениями. Это немножко напрягает. Хочется глубоких, крепких бесед. Ну, либо я доучу французский, либо мы будем продолжать общаться на смешанном французском и английском. В любом случае, это не тот уровень проникновения языка, который возможен, когда вы все говорите на вашем родном языке. И лично меня, как человека, который любит свой родной язык, это расстраивает. То есть лично мне очень не хватает общения на русском языке. В этом плане я чувствую, что мне этого мне не хватает. Дорогая, не расстраивайся. Это профилактика Альцгеймера. То, что ты знаешь столько языков, и можешь думать на них, изъясняться, писать, говорить, творить. Пусть не с такой глубиной, как ты делаешь это на русском, но все равно это супер классный вклад в нейроны мозга. Понятно, Твой что мозг тебе должен будет работать. благодарен за Да, это. да. В принципе, это единственное утешение для себя, которое я нахожу, когда я учу язык. Потому что, честно, друзья, постоянно в этой жизни и работать, и учить язык, ну это полный трэш. Да я заебалась учить языки, ну сколько можно? Я говорю своему бойфренду: все, ты мой последний бойфренд в этой жизни, потому что я больше нахуй никогда не буду учить ни одного иностранного языка. Я просто затрахалась их все учить, я знаю все европейские языки, я их всех учила в какой-то период жизни. Не ради мужчин вообще-то, ради себя, но по разным причинам. От польского, немецкого до французского, испанского, английского. Ну, сколько можно уже учить? Я уже хочу ничего не учить, и это свободное время, которое ты тратишь на изучение языка, инвестировать в что-то другое, например, в создание, в бизнес, да все что угодно, кроме изучения других грамматических конструкций. Мне даже не нравится лингвистика. Я не люблю учить языки. Почему я уже учу 5-й язык? Для Вот так того, вот. чтобы чувствовать себя комфортно в странах, в которых ты живешь, потому что это первый ключ к тому, чтобы тебе было хорошо и комфортно. Мне надо уже Ты выбрать языком страну просто и открываешь остановиться себе уже в ней, вот не эту выезжать дверь. никогда уже не надо, уже не выезжать из этой страны. Ну, Говорю смотри. тебе видео, сама переезжаю в Латинскую Америку. Смотри, вот я только хотела сказать о том, что, может быть, у людей, которые посмотрят наше видео, они спросят: ну хорошо, вот вы там жалуетесь, что вам там дома не сидится. И вот я вернулась в Беларусь из Польши, прожив там почти год. И вот прошел ровно год, как я вернулась домой в Беларусь. И вот ровно год, как я куда-либо выезжала, я приехала сюда, во Францию.
Как мне снова прекрасно в путешествии. Как мне совсем не хочется ехать назад. Я не знаю, что пока для меня самым является оптимальным вариантом. Мне как будто бы хотелось бы иметь базу в нескольких странах, не в одном месте. Вот, пока это Беларусь, но мне, конечно, все еще безумно хочется иметь вторую базу где-то на берегу моря. Вот. Но я пока еще не определилась со страной, соответственно, с языком, который я бы хотела выучить. Я все же склоняюсь к тому, что это будет что-то испаноговорящее. Какая-то страна, где есть испанский, Латинская Америка, возможно, может быть, даже сама Испания. Потому что язык довольно-таки простой. И в целом хороший климат и классные люди, открытые, теплые, и южные. И вот пока что мне импонируют теплые испаноговорящие страны. Окей, я закончила свой первый год проживания во Франции. Я могу зачитать какие-то истории, вот буквально пару заметок, как я себя чувствовала в разные периоды своего переезда. Ну вот, например, жизнь. Перебью. Да. Просто скажу, хочу отметить, что ведение дневников, как в ежедневной жизни, в повседневной жизни, так и в миграции, это прекрасный копинг-механизм с проживанием своих эмоций, своего состояния, Да. И прекрасный инструмент для того, чтобы самопорефлексировать и понять вообще, как менялось твое эмоциональное состояние в начале, и помочь себе услышать и понять себя, и что тебе нужно. Это очень классно, это очень круто, что ты ведешь дневник. Да, потому что терапевт – это окей, но терапевт – это помощь раз в неделю, раз в 2 недели, а тебе нужно иметь возможность прийти в нормальное состояние, стабильность сразу же, в тот же день. Ты же не можешь неделю ждать своего терапевта, чтобы ему все вывалить. Ты должна как-то уметь сама свои чувства процессуировать. И момент их написания как минимум от руки на бумаге, это я сейчас просто сделала фотографии, помогает твоему мозгу справиться хотя бы тем, что ты проговорила эти чувства, те, что ты их обозначила и запечатлила, и то, что ты их потом перечитываешь, помогает тебе вернуться к тому и заново вспомнить этот цикл, понять, что все было и все будет, и ничто не вечно под луной, и справлялась тогда, справишься сейчас. В общем, жизнь. 3 месяца во Франции. Просто отмечу, что все с документами складывается во Франции. Я в шоке. Мне дали страховку, я начала процесс ее получения. Открыли банковский счет, я уже подписала контракт. Я буду ездить в Париж и, может, в Барселону раз в месяц. У меня уже есть 3 подруги, с которыми мне интересно встретиться и поговорить в Монпелье. И 2 в Париже, и 1 в Барсе, возможно. С Адрианом не без кризисов. Адриан – это мой бойфренд. Но мы их проходим. Разделили обязанности, to-do-лист и все сделали вместе. Я нашла маникюр и депиляцию, помощницу по дому, мастера по волосам. Я хожу на йогу с Адрианом раз в неделю и на занятия бегом со славянами. То есть практически четко подытожила, что у меня уже есть, потому что первые месяцы, они, конечно, самые нестабильные, эмоциональные. Поэтому очень важно обозначать, что уже получилось. Дальше. Просто какая-то заметка, сидя в кафе. Я просто захлебываюсь от красоты. Такого насыщенного эстетического года никогда не было в моей жизни. Барселона – восхищение, Париж – восхищение, Венеция – о боже! Во всех тех местах я была и раньше. Почему же именно сейчас я вижу так много красоты? Это у меня растет сознание? 100% растет, конечно. Потому что я помню, что во все эти страны, во всех этих городах, которые я упоминаю здесь, я была в свои 20-22 года. Но вот именно сейчас, в 32-33, когда я переехала и стала уже путешествовать, я не думаю, что это только вопрос денег, то, что путешествия стали более комфортными. Может быть, это мой предыдущий опыт в жизни. Это багаж твоих знаний. В странах третьего мира я видела много бедности, много нищеты. Есть с чем сравнивать. Безусловно, очень замечательно вернуться в Европу после того, как ты проехала по всей Латинской Америке автостопом, жила в Мексике, видела бедные трущобы, видела трущобы Гватемалы. Не надо далеко ехать в Латинскую Америку, можно упомянуть о посещении неблагополучных районов в своем родном городе, в Минске. Можно говорить о том, что творится, когда ты выезжаешь из столицы. Можно говорить о неблагополучных местах в других странах. После этого лучше замечаешь красоту в самых красивых городах мира, которые в 20 лет не замечала. Вот.
в первой заметке ты писала о том, что ты нашла себе мастеров. Да, мастеров. И на самом деле, как это ни странно, но я читала научную статью о том, насколько человеку хорошо и комфортно, и как он супер себя чувствует, когда он вокруг себя строит вот эту маленькую экосистему, где он может утром поздороваться в магазине с человеком, у которого он все время покупает кофе, Да. где он знает, что на четверг на этой неделе у него назначен маникюр с мастером, к которому он постоянно ходит. Да. Когда ты обрастаешь вот этими маленькими социальными связями, Именно. то ты начинаешь чувствовать себя почти как дома. Вот в этом как раз-таки, да, извини, прелесть небольшого города, потому что тут уже стали образовываться места, кластеры, не только мастера, не только это про славянскую тусовку, а магазин, куда я один раз зашла купить сумочку, познакомилась с хозяйкой, и теперь, идя по этой улице, я знала, что я могу заглянуть к хозяйке, я познакомилась со всеми продавцами в этом магазине одежды, и я уже присвоила себе этот магазин эмоционально. Напротив этого магазина была булочная, где я уже стала узнавать продавцов. Здравствуйте тут, как у вас дела здесь, как дела здесь. Начинать присваивать себе город. И эти маленькие штуки, они действительно помогают чувствовать себя менее homesick, да? В принципе, это за что мы любим наш дом. За то, что дом – это просто место, где у нас много есть хороших воспоминаний. Ну, в принципе, так-то, да? Что такое дом? Это просто место с воспоминаниями хорошими. И если превращать место, в которое ты живешь, если заполнять его хорошими воспоминаниями, то так он в дом и превращается, мне кажется, со временем. Вот, то есть это были первые две позитивные заметки, но были, естественно, и вот такие заметки, причем не так давно, вот 3 месяца назад в мае. Потому что это уже 6-й месяц, и я уже употребляю выражение «как всегда», что значит о том, что это уже случалось, и это какая-то повторяющая ситуация, и что мне уже от нее тяжело, потому что как всегда. Как всегда, выездка на выходные из большой французской компании, в которой я не знаю почти никого, связана с огромными расстройствами, тревожностью, потерей опоры, замыканием в себе. Плачешь несколько раз в день, потому что очень устала от изоляции и одиночества в толпе. И дальше я пишу фразу, знаете, я очень рада, что я имею смелость это писать, потому что мне потом очень важно это перечитывать. Я пишу: я просто не хочу ничего романтизировать. Моя жизнь красивая, но иногда очень сложная. Я планирую освоиться, я планирую взять жизнь в свои руки, я планирую начать действовать. Вот. Шел 6-й месяц, я помню эту вечеринку, как всегда, видите. Это была одна из тех достаточно многих вечеринок, на которых мне было грустно, неуютно, тяжело. И не потому, что был кто-то плохой или случалось что-то плохое, просто я чувствовала себя изолированно. Никто в большой французской компании в любой стране, не только французской, не будет с тобой постоянно говорить на неродном им языке. И если вы по природе интроверт и не любите быть в центре компании, и вам нормально сидеть и молчать в компании, где все радуются жизни, наслаждаются, общаются, то вам, возможно, будет и окей. Я же человек, который любит активно поддерживать разговор, который любит активно общаться, который, в принципе, вот распушить перья. И поэтому сидеть молча в компании, где все с тобой поздоровались по-французски, спросили первые пару вводных фраз на английском, и потом, естественно, все пришли на общий язык компании, никто не будет для тебя ничего целый вечер переводить. В таких компаниях ты думаешь, что лучше бы было никуда не уезжать, что все это тяжело, зачем все это происходит, в чем смысл побега, в чем смысл переезда в эту страну, где ты не признана, где никто не может оценить какая-то умная, интересная, и где никто не хочет это ценить, потому что и в принципе-то проблема переезда, она в первую очередь в том, что никому особо до тебя нету дела, потому что ты ничей не друг, и никому особо не интересно общаться с иностранцем. Ну, не знаю, нет, не соглашусь. Не соглашусь, потому что я смотрю У них свои компании, то есть и зачем им принимать новых людей, переходить на новый язык? Я смотрю по опыту приезжающих иностранцев в Беларусь. И так потому что они экзотика, дорогая. Да, именно, они экзотика. Но
в странах, где мы экзотичны, безусловно, люди будут стараться с нами познакомиться, пообщаться, сделать фотографию в некоторых странах захотят, пригласить в дом. То есть, безусловно, такая культура есть в определенных странах. Ну, например, в европейских странах, Германии, Франции, Испании, они что, не видели иммигрантов? Они их прекрасно видели. Это не проблема то, что мы какие-то плохие, никто не хочет с нами общаться. Просто в своей компании проще общаться на родном языке и не переходить ради одного человека на другой язык. Я прекрасно знаю. Смысл учить язык как раз заключается в том, чтобы быть полностью интегрированной в компанию людей, которые носят тот язык в стране, в которой ты находишься. Именно поэтому ты учишь французский. Тебе он дается тяжело, но... Потому что мне тяжело совмещать изучение языка и работы. Да. И, безусловно, я это делаю, но это вторая нагрузка. То есть ты переезжаешь, и мало того, что ты начинаешь заниматься всеми документами подряд, ты экстренно на себя взвалишь помимо работы еще изучение второго языка. То есть я работала по 12 часов в день. 3 часа в день я учила язык, и 9 часов в день я работала. Что, в общем, 12 часов получается. Ну, у меня было Время на веселье, на расслабиться, выйти кофе нету, потому что ты сидишь после работы, делаешь упражнения по французскому, домашнюю работу, вторую. И ты думаешь, боже, а когда я уже начну жить вообще и наслаждаться? У меня была очень похожая ситуация с фламандским. Я изучала голландский язык в Бельгии, именно фламандский. И да, мне приходилось ходить в университет, учиться, и потом приходить домой, бежать на курсы, потом сидеть, уделять языку, там, не знаю, несколько часов в день. В день, да. И, слушай, это дало свои плоды. Я очень классно... Возможно, у нас не будет Альцгеймера. Возможно. Давайте обозначим плюсы. Надеемся на это хотя бы. Ну, послушай, я могу тебе сказать так, что именно благодаря тому, что я стала изучать фламандский, я познакомилась с очень классными местными бельгийцами, смогла с ними затусить. Причем началось все с моих вот этих жалких потуг в языке. Они так настолько оценили то, что я старалась его учить, что особенно фламандский, даже не французский, а фламандский. Они переходили потом со мной на английский, но они очень ценили то, что я изучала фламандский. Вот. И мне было комфортнее, мне стало гораздо комфортнее жить в Бельгии и в Голландии, где я хотя бы понимала, что, пойдя в магазин, я могу уже изъясняться с людьми на их языке, и на меня они смотрели как совсем на аутсайдера, и меня принимали. Вот у меня был момент, когда я начала себя жалеть и говорить, вот почему всем так повезло, а вот мне так не повезло. Может, на самом деле тебе повезло? Чем повезло? Тем, что я вынуждена работать в 5 раз больше других, чтобы вскарабкаться на ту же минимальную ступеньку, на которой они все уже стоят. Слушай, ты можешь все бросить и вернуться назад домой. Могу. Вот прям сегодня же просто. Все запаковать, спаковать, поехать и вернуться к себе домой в гнездышко. Я так сделала. И, честно говоря, после жизни в Польше, хотя мне там было неплохо, мне там просто было чуть сложновато, я очень скучала по дому. Но когда я вернулась домой, я в 40 раз больше полюбила Беларусь, 50 раз больше полюбила свой дом, в 100 раз больше я стала ценить то, что у меня там есть. И, честно говоря, мне целый год совсем не хотелось никуда ехать. Вот ты меня вытащила к себе, и да, мне хорошо. Я вот уже сказала сегодня тоже о том, что мне сейчас уже как-то опять захотелось ехать дальше, куда-то там двигать, что-то. Но мне было очень хорошо дома. И я понимаю, это именно то чувство, когда тебе одиноко в миграции, даже несмотря на то, что ты вроде бы и нашла друзей или единомышленников, и вроде бы ты учишь язык и все вот это, но дом есть дом. И принадлежность к культуре. Принадлежность к культуре, к этносу, одинаковый бэкграунд. Я же тоже, естественно, возвращалась домой. Вот, например, с Мексики. У меня была уже подана заявка на гражданство на мексиканское, потому что я уже 4 года прожила в стране, у меня было резидентство, я жила в Канкуне, на берегу Карибов, хорошо зарабатывала. То есть, в принципе, я могла бы вот уже оставаться жить в Мексике, ну, по крайней мере, получить мексиканский паспорт. И я на 4-й год вернулась домой в Минск, потому что под конец 4-го года я очень устала от жизни в стране. То есть я прекрасно знаю, что значит вернуться и заново оценить свою родину. Я вернулась домой, я уехала из Беларуси, когда мне было 20 лет, и вернулась в 28.
после 8 лет путешествий, 4 из них я Вот провела... у меня было то же самое после Англии и Бельгии. У меня было в общей сложности 7 лет путешествий. И потом я приехала, и я такая тоже думаю, вау, релиф, я дома, так хорошо, так классно. Я помню, я приехала в Минск, и мне сразу же захотелось общаться со всеми прекрасными людьми. Я оценила, как изменился город к лучшему, как замечательно вести беседы на своем языке, как хорошо иметь одинаковый культурный код, как хорошо, когда не нужно объяснять, потому что вы знаете, о чем речь. Ну, культурный код существует, Да, безусловно. конечно, он существует. И чем дальше ты уезжаешь от страны, в которой ты родился, тем больше разницы в культурном коде. Абсолютно. Например, у Франции, Беларусь и Франция имеют, безусловно, больше общего, чем Мексика. Переезд в Мексику был максимально тяжелым, потому что это и другой континент. И вот, например, про то, насколько может быть нестабильна психика в переезде. Я помню, в Мексике где-то я там немножко меняла места, работать я работала на одной и той же работе, потому что именно по ней шла моя программа получения гражданства. Я была фотографом на курортах и организатором свадеб на курортах карибских. Я помню, как я рассталась со своим мексиканским бойфрендом, с которым у нас не связывали очень какие-то теплые слишком отношения. Мы встречались вот буквально полгода. Я с ним рассталась, и я помню, как я пролежала неделю в глубочайшей апатии, всех слезах мира, и лежала на полу и рыдала. И при этом я отдавала себе отчет, что это не потому, что я потеряла любовь. Потому что мы не любили друг друга, мы просто были больше приятелями, друзьями. То есть это было не про то, что я вот потеряла его как мужчину, как любовь. Но это было столько слез, отчаяния и страдания от того, что я потеряла друга. Потому что у меня в Мексике, кроме него, не было друзей. И мужчину ладно потерять, но друга потерять было невозможно. Я почувствовала, что я осталась просто одна. И тогда я поняла, и я знала, что в Беларуси, например, или в стране, где я бы эмоционально была устойчива, это расставание вообще бы прошло мимо меня бы вот так, потому что именно наша сексуальная там и романтическая связь была максимально неглубокой. Я знаю, что если бы я была эмоционально стабильно, устойчиво окружена друзьями, это бы прошло как дым, просто за день. Но так как не было никого, кто смог бы меня поддержать, помочь и вообще сказать, что есть еще другие друзья, это вылилось в трагедию. Поэтому люди, кстати, в переезде, они так часто могут оставаться в очень сомнительных отношениях, исключительно потому, что который дом они бы закончили вот так история. Вот. Это моя история. Это история моя с моим бывшим мужчиной. У нас были очень сложные, очень токсичные... С которым ты была в Польше. Да, очень сложные, очень токсичные, очень травмирующие отношения. Но из-за того, что мы решили переезжать вместе и вместе все это делали... Он тоже белорус. Он тоже белорус. Мы столкнулись вот со всеми этими трудностями миграции вместе. И казалось, что, может быть, нам их вместе будет проще преодолевать. Но сейчас, глядя назад, я понимаю, что... Я оставалась в этих отношениях в Польше лишь потому, что мне было страшно двигаться одной, и я вот зависла с ним. И лучше бы, конечно, это быстрее закончилось, но как есть, я выучила свои уроки, я вернулась домой. Я теперь знаю, что делать в Польше, если надо будет, я туда всегда вернусь. Вот, но пока я туда возвращаться не планирую. Вообще слишком солнечно и хорошо, есть места потеплее на этой планете, которые хочется посетить и в которых хочется пожить. Ну, это-то да, но слушайте, вот мы сейчас затронули тему отношений и насколько мы становимся более зависимыми в отношениях, когда мы переезжаем по разным причинам. Да. Вот даже вспомнить ту же Мексику, понимаете, в стране, в которой ты знаешь, как действовать, в своей родной стране или в стране, где ты там долго живешь, ты знаешь механизм. Например, съехаться с мужчиной, это не очень сложно, потому что ты сдала свою квартиру, съехалась к нему. В Мексике, когда я выехала из своей квартиры и начала жить с другим мужчиной, и через месяц поняла, что он мне не подходит, потому что совместная жизнь сразу же его обнажила быстро недостатки, я поняла, что так быстро от него свалить, как я сделала бы это дома, не получится, просто потому что я подвисла с документами.
с арендой за 6 месяцев, которые нужно сдавать, чтобы найти свое жилье, с деньгами, которых у меня не было, чтобы снять эту квартиру. То есть я впервые в жизни очутилась в ситуации, когда мне некуда идти, кроме как оставаться в квартире с чуваком, который, я поняла, мне не нравится. Я просто поняла, что я стала какой-то героиней всех этих журналов, всех этих, знаете, историй в интернете. У меня плохие отношения, мне некуда идти. Вот, блин, я была в шоке, что я, та девушка, которая такая успешная, независимая с работы, вдруг оказалась заточена в квартире вот именно с таким токсичным чуваком. В такой ситуации? Бежать в НГО для солидарности с женщинами? Ну, конечно, смотря что человек делает. Понятно, что если применяется психологическое, в смысле физическое насилие. Любое насилие. Нет, в моем ситуации я просто поняла, что я с ним не могу встречаться, потому что обнаружила, что он бухает. Потому что, когда мы с ним ходили на свидание, мы с ним выпивали в баре коктейли, и дальше каждый шел по своим домам. Ну, и Ты все. не видела, что дома он догоняется? А как только я стала с ним жить, я поняла, что он приходит домой и продолжает дома догоняться. Он пьет один, когда мы пришли из бара дома, и потом бежит в магазин, чтобы купить еще. Но для этого, конечно, нужно было съехаться, чтобы это обнаружить. Так это к тому же. Ладно, как в итоге с этим справилась? Мне заняло месяц, чтобы у всех одолжить денег, чтобы от него съехать. Месяц, или даже 1,5. Но в любом случае, я помню свое чувство беспомощности, когда был вечер, когда мы ужасно поссорились, и я понимала, что в любой другой стране, дома, я бы хлопнула дверью, позвонила маме или подруге и сказала: все, пока, я в этом говне жить не буду, я тебя знать не знаю, взяла чемоданчик и ушла. А когда тебе некуда идти, и подружке некуда позвонить, потому что у тебя нету подружки, или той, которая готова тебя принять ночью с чемоданами, то ты остаешься в этой квартире. В общем, да, пришлось как-то снивелировать конфликт, пришлось как-то разойтись по комнатам, перекреститься, сказать: блядь, это пипец. И постараться за месяц-1,5 накопить денег, постараться как-то себя обезопасить на этот период, как-то поменьше коммуницировать. Все это прохавать, да, чтобы через 1,5 месяца все-таки наконец-то хлопнуть дверью и переехать в квартиру свою. Вот, это про зависимость, да, то, что в эмиграции мы становимся более зависимы от наших партнеров за счет того, что квартиры снимать сложнее, и ты уже не та независимая малышка, что ты могла бы быть дома, которая всегда может переехать к маме или к подружке, да. Поэтому нужно, кстати, найти сразу подружку, как только переехала, чтобы мама уже, понятно, рядом не будет, папы не будет, но друзья. То есть, мне кажется, очень важно иметь сразу человека, к которому ты можешь обратиться помимо своего партнера. В принципе, это действует во всех случаях насилия потенциального, в любой случай, но за границей особенно. Или надо выбирать то место, где уже живут твои друзья. Да, идеально. Это идеальный сценарий, да? Оценить, чекнуть по подружкам, где они живут. Слушай, у меня так сделали мои знакомые айтишники. Они просто как-то все таким... Сначала одни ребята переехали в Черногорию, потом вторые за ними, потом третьи. У меня есть видео про Черногорию, вы тоже можете переехать. Хорошая страна. Подписываемся, ставим лайки, вот это вот все, и смотрим видео про Черногорию. Но смысл в том, что ребята поехали в Черногорию. Сначала кто-то релокейтнулся туда, потом за ними приехали еще ребята. Они купили там дома по соседству, они купили там яхту, и вот они все вместе живут, они кайфуют, и все очень классно. И у них получилось такое как бы небольшое комьюнити белорусов. Я не знаю, где они живут, в Будве. В общем, вот где-то они живут все вместе и очень кайфуют, и очень классно им. Но все началось с одной семьи, которая туда переехала. Поэтому вот, может быть, как вариант, стоит рассмотреть такую опцию. Я вот тоже своих подружек уже к себе подгоняю в Монпелье. Думаю, может, кому-то интересно проживание вместе со мной во Франции. Подытоживая сказанное, все вышесказанное за сегодня, я бы сказала, что иммиграция, переезд, в принципе, для сильных духом. Вот честно. И один из способов сделать это наименее безболезненным, начинать, если честно, пораньше. Потому что именно то, что я уехала из дома в 20 лет, до этого, естественно, я просто путешествовала, даже то, что я переехала вот тогда из Минска в Питер 20 лет, и пусть я прожила там всего год, но в любом случае я уже в 20-ку уехала из дома, я уже начала жить отдельно от родителей, полностью в другой стране, зарабатывать сама, там крутиться, вертеться.
Это создало для моей психики устойчивую опору. Я уже как 10 лет знаю, что я могу жить в другой стране, я знаю, что я намучусь, размучусь, заработаю. Естественно, потому что 10 лет назад не было у меня ни удаленной работы. Кстати, мы вообще не поговорили про удаленную работу, потому что один из принципов, то, почему мне сейчас относительно легко переезжать, потому что у меня, есть работа. Я, честно, удаленная. То есть я, честно, не знаю, какое могло бы быть видео, если бы я просто сказала, я переехала во Францию жить к мужчине, с которым я познакомилась по интернету. Ну, то есть это была бы вообще другая история, ну, это был бы другой человек, и такие истории есть, когда там девчонка просто там знакомится с парнем, просто переезжает к нему, а работает она там фармацевтом или там в банке, то есть, в принципе, профессии, которые даже, сложно повторить в другой стране, то есть даже не профессии руками, это там банковская сфера, это все те сферы, на которые нужно пересдавать диплом. И это была бы другая история. У нас все-таки история про то, что, честно, я вот последние 4 года работаю онлайн, удаленно, у меня хорошая зарплата, и поэтому я не посвятила вообще никакому времени в этом видео теме поиска работы и всего этого, потому что, окей, деньги есть, честно, в этом плюс. И я бы, знаете, не переезжала даже к мужчине, я лично по характеру, если бы у меня не было работы. Я тоже. Потому что это настолько тяжело, честно, даже вот мне с работой, с обеспеченностью, с достатком, это настолько тяжело по всем остальным пунктам, что если бы у меня не было еще и финансовой независимости, я бы в это не впряглась. Честно, мне кажется, что чтобы переезжать без денег, нужно быть, очень... Для меня это немножко про наивность и про беспечность. Про честно, беспечность. я бы не рискнула. Вертелось именно это слово на языке. Ребята, я, конечно, понимаю, что ситуации бывают разные, но без работы, там просто к мужчине, это вот не рекомендовано. Не знаю, я не рекомендую. Можно потерять себя и не найти, потому что работу в Европе найти сложно. Не знаю, это нужно сразу максимально уверенно, быстро учить язык. Тут местные сидят на шамаже на безработице, а принимать вас. Только если вы можете делать что-то руками, маникюрчик, волосы, все это отлично залетит. Но если вы там в той же реально банковской сфере работали или государственной, даже я вот не знаю, что делать в таких случаях. Обязательно подбивайте свои концы, вам и так будет неуютно. Даже если едете к любимому человеку, потому что, в принципе, я во Франции живу с партнером, с любимым мужчиной, но даже тот факт, что в любом случае мы живем в стране, где говорят на его языке, где по всеми документами мне помогает заниматься мой партнер. То есть я уже зависима, хотя бы в плане того, что я хуже говорю на языке, и те, что документами занимается другой человек, помогает мне документами. С квартирой, с поиском квартиры. Я прекрасно осознаю, как сложно было бы это делать мне самой. И если бы у меня еще не было денег, я бы охуела. Это, кстати, одна из причин, по которым я вернулась домой, потому что я на протяжении всего года в Польше работала удаленно, я работала на дубайский стартап, у меня была чудесная, прекрасная зарплата, я себя чувствовала очень комфортно в плане финансов, но когда работа закончилась, я поняла, что мне надо либо ускоряться и искать работу здесь на месте, либо возвращаться домой. И на тот момент я выбрала уехать домой. Это был самый простой вариант, и я не жалею абсолютно. И, конечно, сейчас переезжать куда-то без работы – это точно не вариант. Это не вариант. То есть ты согласна с моей мыслью, что тезис даже к любимому верный. мужчине не стоит рисковать, потому что отношения ухудшатся. Правда, если человек будет вынужден вас содержать, мнение людей в этом видео не обязано совпадать с мнением редакции, все вот это, серьезно. Если человек вам будет помогать по всем сферам вашей жизни, от интеграции документов, поиска работы и еще поиска финансовой, вы слишком сильно, у вас будет большая разница в паре, а в паре все-таки должно быть равенство, тождественность, у вас должны быть примерно одинаковый доступ к ресурсам и к возможностям. Согласна. Поэтому не ставьте сюда вот здесь, чтобы ваш партнер не становился здесь. В переезде вы все равно кажетесь чуть-чуть ниже, хотя бы не делайте это вот так, хотя бы, чтобы это было вот так вот. Хотя бы. А потом выровняетесь. У вас все равно, в принципе, есть плюсы быть иммигрантом, потому что ты более раскованный, ты более веселый, и в каких-то моментах, так как ты не знаешь то, что давлеет над жителями страны,
ты немножко смелее нарушаешь запреты. Ну, скажем так, ты можешь быстрее подойти к владельцу какого-то магазина, договориться о съемке, ты можешь более, знаете, так на лайте заговорить с какой-то крупной шишкой, просто потому что ты не знаешь, что этот чувак владеет половиной города, а ты к нему подлетела за сигареткой, вы распизделись. Ну, то есть над тобой не давлеет все вот это, и поэтому есть плюсы, такой залететь свободной иностранкой, со всеми расчилиться, потом понять, что ты просто зацепила каких-то самых классных акул этого города. Просто потому, что была на чиле, на расслабоне, и никто к ним, а все местные к ним боялись подкатить. Чтобы подытожить это видео и облегчить процесс переезда, иммиграции в другую страну, мы выделили несколько пунктов, Да, которые стоит учесть. да. Старайтесь быть финансово независимыми, хобби, чтобы вам было... Хобби. Блядь. Ладно. Я не буду это вырезать. Да. Ладно. Хорошо. Тусуйтесь с экспатами, пока вы не выучили язык. Мгм. Находите единомышленников по своим увлечениям и хобби. Учите язык, как можно скорее вливайтесь в местный колорит при помощи знания языка. И будьте любознательны, будьте пытливы, будьте благодарны и будьте... И будьте открыты всему, потому Точно. что, знаете, если вам не надо переезжать, то, может, и не надо. Потому что то, что переезжать не надо всем, это факт. Факт. Иногда дома очень классно. И классно иметь возможность жить дома, и дома тоже круто. Дома супер. Да. Так что подумайте о том, чтобы остаться дома. Вот такое у нас видео про иммиграцию.